Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о юбках, но не о модных трендах, а о том, как правильно подобрать длину юбки. Ведь неправильно подобранная длина юбки может полностью исказить пропорцию тела и не подчеркнуть ваше достоинство, а наоборот испортить ваш силуэт. И даже из элегантной женщины сделают вас просто тетей. Для расчета длины есть формулы, но имея большую практику, могу сказать, эта формула не работает, так как длина юбки зависит от формы ног. И здесь нужен только экспериментальный метод. То есть вы берете отрез ткани или палантин или парео и с их помощью перед зеркалом определяете свою идеальную длину. При этом есть два момента, которыми я хочу поделиться с вами. Край юбки по горизонтали перерезает ноги. И именно данная линия привлекает максимальное внимание окружающих. Если она будет проходить в самом широком месте, то ноги будут казаться полнее. Если в узком, то стройнее. И еще второй момент, который надо учитывать при выборе длины юбки, это когда вы поставите ноги вместе, вы увидите, что между ногами есть просветы. Мы сейчас говорим о нижней части ног, от щиколотки до колена. Юбка не должна заканчиваться в самой широкой этой части пространства, иначе ноги из-под юбки визуально будут смотреться кривыми. Какие же бывают длины юб по классификации? Юбка средней длины. Это до колена, плюс-минус 3 сантиметра. Это классическая длина. И такая длина подходит практически всем, особенно женщинам маленького роста. Смотрится она строго и элегантно. Второе. Юбка французской длины. Это юбка, прикрывающая колено на 5-6 сантиметров. У многих женщин именно это место является самым узким в области колен. И это очень гармоничная длина. Третье. Юбка миди. От середины икры и до щиколотки. Но выбирая такую длину, надо быть крайне осторожной. Во-первых, без каблука такая длина уменьшает визуальный рост, а во-вторых, если икры довольно полные, то при данной длине будут казаться еще полнее. А если ножки у вас не совсем стройные, то от такой длины лучше совсем отказаться. И четвертое – это юбки макси. Если вы любите эту длину, то такие юбки должны быть в пол, не выше или не ниже щиколотки, а именно в пол, так говорят дизайнеры. Но это общая классификация, и не надо ее путать с вашим индивидуальным стилем. Если ваша длина юбки до середины колена, то носите эту длину. Вы индивидуальны, вы неповторимы, и лучше вас никто не знает, что вам идет. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите свое мнение, подписывайтесь на мой канал.
всего доброго вам!